Всегда проверяйте. Здесь закрыто. Вот что происходит, а? Кто понимает, тот понимает. I know Pepsi is always like that. Секрет камера прям включена. Вот гражданин полицейский. Траки одним за другим пошли в траншеи. Боже мой, такого я давно не видел. Я начинаю нервироваться уже, ребят. Тракинг, ребята. Все, ребята, мы пришли в US 45, взяли трейлер. Как обычно, они сделали замечательную работу. Если кому-то хочется шаг, где рефера делаются хорошо. И траки. Это US 45, ребята, Виктора. Здорово, ребята. Взяли мы груз на Айову с Индианы. Но есть одно но. 43 500 груз весит. И мы посмотрим, насколько они... Посмотрим, как нас они загрузят. Потому что я максимум подошли, но груз по 44 500. Надеемся, что все будет ровно. Там полицейский мне не нравится уже, потому что он придурок. Да. Как ваш опыт, если вы не можете брать полностью груз, вам обычно его cancel? Или все-таки берете что-то? Сейчас мы посмотрим. Все, едем 20 майлов до пикапа и посмотрим, что на Pepsi нам скажут. Короче, ребята, груз пишется, что 43 500. Я, походу, могу брать максимум 43. И вот пойду сейчас на scale, взвешусь еще раз empty. Но у меня Great Dane трейлер плюс чейны, плюс всякие дела, и что-то мне не очень хорошо по поводу этого. Но Pepsi всегда, обычно у них есть scale весовая, где можно свешаться. У них такого нету, и это будет проблема. Это будет проблема, потому что они даже меня загрузят как надо, но как я вес распределю на акселе, знаете, это будет очень большой гемор. Короче, делаем, едем. Но мне так не нравятся эти драйвейнские лоуды, они максимально всегда до упора. Простите, ребята, я забываю вам показывать, что как, потому что у меня немножко голова не варит. Вот мы сделали scale. Кто понимает, тот понимает. Это было жим-жим, но мы 43 500 можем взять точь в точь, там 2 паунда разница. И у меня 3/4 бака нету. Значит, все не так уж и плохо, ребята. Можем брать драйвеновский груз. Заработаем мы $800 за это. Но ревью там страшно. Я вам здесь покажу, какие у ребят проблемы с грузами. Шатаются влево, вправо. Короче, ребята, все. Мы пришли, чек-ин сделали. Вот что я вам говорил, видите? 36 420. У меня будет 80 паундов туда-сюда, смогу мотать колесо. Я могу брать 43 500. Это хорошо и плохо, потому что я не хочу такие тяжелые лоуды брать, но придется. Вот здесь нас заставили здесь парковаться. И вот там граждане поломали дверь, если вы видите, и ремонтируют. Сейчас будем ждать звонка 2 часов. Надеемся, нас загрузит быстро, чтобы мы не ждали весь трафик, потому что будет жопа. Все, едем. Саванина.
И что мне нравится, здесь только драйвенчики. Только драйвенчики. Так, ищем. Вот я нашел 70 онлайн. Самое правильно взять нормальный ракурс. Все, ребята, идем, открываем двери. Давайте пойдем и проверим. Всегда проверяйте, ребята, ракурс. Всегда. Потому что это вам стоит намного больше. Замена двери. Всего. Да, более-менее заходится. Вот мы выпрямились. И сейчас надо колеса сзади дать полностью. И сейчас последний штрих. Дадим вперед. Here's your bill, sir. Sign there on the bottom line. Do you know the weight of the load, sir? Yeah, it's 44,000 pounds. 44? Yes, 44,000 pounds, sir. It's not supposed to be 43, sir? No, we have a contract with your broker for 45,000. Okay. We signed a bottom And line. what is the weight saying? Right It here. says right there. Okay. Can you give me a couple of minutes? Oh, it's raining out here, sir. I'll be... Come inside. Yes. Inside. Yes. Yeah, boss. I tried to talk with this gentleman right here, but he's like going crazy. I don't know why. I showed him the scale ticket and stuff like that, and he said he have a contract with you guys for 44 plus.
and I try to explain to be nice, like, man, I have a 43,500. I did the scale before coming because I know Pepsi is always like that. Have they Yeah, load? well, Reefer, right? Yes, sir. Yeah. This is why I did a scale ticket, and I try to be as professional as I can because I know they usually this is driving loads. Like I said, everything was good for a reefer. They're supposed to cut the weight because you can't leave there legal. Yes. But where's the nearest scale ticket? Um, Where's the nearest scale station? The thing about it, I scaled before coming. I can send you the scale ticket right now. You're gonna see the location, and it's 1 hour before coming inside of the place. And I tried to explain, boss, I have a reefer for him, and he doesn't care. He said no, the full load or nothing come on, or everything is getting out. And I said, give me a minute to talk with the broker at the dispatch, and he just grabbed my paper and got away. I tried to speak with him nicely, and he's like, stay there, don't come here, and all that crazy things, you know. Okay, yeah. They're telling me is you're gonna have to have a scale ticket with all the weight. If they just wanna, if they don't wanna take it off without a scale ticket. Yeah, I was thinking. I don't know what's going on. I don't know why he's being like that. I don't like. If you want, I have a video because I'm doing. I have a video where he's like so arrogant. I can send it to you later if you want through the email. But I try to be nice and I say, okay, let me get my paper bags, and he didn't even want to give me the papers, you know, and he just left. And it's, I don't know, maybe because, you know, Trump win or something like that. I don't know why he's so angry. You know. You know, I wanna make some money, man, because I lost all day and stuff like that. I trust me, I'm the most interesting person to make this load happen. But somebody's asshole, honestly, a little bit. In this case. So that's the nearest scale station. Let me explain from the beginning. I showed him the ticket. He told me it's 44, and I said, give me a minute or two. He said, okay. He's coming back after like 20 seconds, and he's just grabbing the paper from my hand. And I told him, man, let me go to the scale if you want me to go to the scale. And he said, you know what? And he just don't wanna talk with me anymore. Wait, so there is a scale on site? No, there's no scale on the site, sir. There's no scale. I did a scale like 1 hour before coming with my gross weight. Right. Yeah. But there's No. closer scale to get this. I have a close scale here, but I wanna go there, but he doesn't give me the paperwork. That's the problem. You know, he's like, he got his mind up and he doesn't want to even listen to me. Wait, oh, you don't? I thought he gave you the paperwork. He gave me the paperwork. I did a picture of that. I sent it to my dispatch, and I sent to this gentleman through the message where he asking me to send pictures to the load. And I didn't even get an answer, and he's coming back and he's grabbing me the paperwork. And after that, my dispatch reached you, and you know, it's like too late for things to go normal. I don't know, because I got the paperwork right away, did the picture, send it, and want to do as clear as possible. Alright. And you see me, I try to be nice, but sometimes that even doesn't help. Yeah.
This is kind of ridiculous. Like, I don't even, like, I'm agree with you, boss. And in this case, I know I am losing money, you're losing money, everybody's losing time because of somebody who have some angry issues on the stuff and cannot. And he's my team's reached out. mm-hmm. Okay, just give me a minute. Yes, boss. Yes. I'm here. If yes. If he comes back, Uh-huh. just try to get the paperwork from him, Okay. and then just go get a scale ticket. Definitely, boss. And then if you're overweight, you show it to them, and they 100% have to cut. Understood, boss. I'll do that. We load the vans to 44 over 44 or 5. But the reefers you can't load over. You know. I am agree with you. I don't understand why they're acting like that. So. Yeah, I'll try to do my best, and you please try to figure out with your team. Maybe this situation gonna be resolved, and we're gonna make money both. You know, I'm not gonna lose a day and stuff like that. Okay, just I'll follow back up with you. We'll get to the bottom of this. Thank you, sir. All right, thank you. Bye-bye. Секрет камера, бля, включена. Hey, boss. Здесь, ребята, иногда стоит немножко... Видите, мне дали 41 тысяча паундов. 42. Здесь уже можно поиграться нормально с весом. Потому что... Видите, какие ситуации бывают. Они не хотят, ничего не делают. Это ваша проблема, все дела. Но всегда будьте профессиональными и... Thank you very much, sir. Сейчас закроем эти двери и колеса мы подвинем полностью вперед. Начинается уже эта слякоть, видите, да? Снега. Так, здесь закрыто. Всегда смотрим и наверх закрыто. Тянем эти колеса. Все, сейчас проверяем пины.
Сейчас. И знаете, в чем проблема, ребята? Вот из этого датчика, мне кажется, я перегружен по-любому. And the front. Да, я перегружен. The front. Ну ничего, будем с голыми баками ехать тогда. Hello, boss. Thank you. Pull up so I can check the seal. I wanna put the seal now. Huh? I wanna put the seal now. There you go. I gotta do it. Gotta pull up. Все, ребята, мы начинаем наш путь. Как видели, погода становится хуже и хуже. А нам нет другого выбора, чем ехать через такую погоду. Я уже буду показывать. Вот и всегда делайте все, что надо перед как ехать, потому что вот забывается что-то, потом вспоминается, потом опять забывается. Одеялечко всегда вам советую для колена левого, чтобы не продуло. А то всех каскаде что не делаешь, все равно дует. Все, удачи мне, удачи вам. Подписывайтесь и едем дальше. Тем оборвем им связь. Привет, ребята, вот я здесь. Жду, и походу трафик начинает ехать. И нам еще пилить и пилить до 12 ночи. Здесь тоже аварии, погодные условия. Я думаю, там была какая-то авария. Я так устал иногда, когда хочется просто заработать, ребята, деньги. Заработать и все. Всегда вот такая белиберда, аварии. Но ничего, что нас не беспокоит, то всегда и случается. Или не или беспокоит всегда случается. Вот правильно. И сейчас мы посмотрим и покажу, может быть, там что случилось. Мне интересно. Давай, езжай. Просидели мы где-то час. Потеряли дороги. Вот полицейские заблокировали дорогу, чтобы все нормально было. И мы возьмем middle lane посередине, чтобы не туда-сюда. Вот гражданин полицейский, карта. И сейчас я вам покажу, что там случилось. Вот, ребята, наконец-то я добрался, чтобы вы понимали, сколько времени прошло. 7 часов. Я потерял 3 часа сна из-за... Сейчас мы посмотрим, из-за чего. Из-за каких-то глупых людей, которые не умеют водить. Что мы видим здесь? 350-ка закрыта. 55-та. Почему? Они закрыли 3 полосы. Окей.
Здесь одна машина, я вижу, и вторая. И че их просто не уберут, я не понимаю. А что они ждут? Вот мне интересно. Почему они не собирают машину? Вот, наконец-то нормальный путь. Как-то, как-нибудь доедем. Вот это два домашних дома. Смотри, какой свободный интерстейт, ребята. Боже мой, такого я давно не видел. Но ветер чувствуется здесь сразу. Вот я чувствую, как он мне сносит. Вау. Вот, ребята, здесь был снег и аварии одно за другой. Траки одним за другим пошли в траншею. Поэтому я думаю, что не всегда плохо, когда сидишь в трафике и переждешь плохую погоду. Потому что вот сейчас идеальная дорога. Нам еще 53 майла до деливери. Пойдем и будем спать прямо на деливери. И даст Бог, все будет хорошо. И едем дальше. Но видел очень много акцидентов. Очень много, ребят. Не знаю, так плохо здесь все было или что. Ведь как были эти траки, никто ничего не поставил. О боже. Круг. Может у тебя быть и покрашенная камера за $100 000, но если у тебя руки кривые, то хорошо. Вот, ребята, я увидел трак. Потом вот еще здесь трак. Это что-то свежее. Пипец. Нету слов, ребята, нету слов. Вот, ребята, еще трак. И мы в городе уже. Что происходит, ребят? У вас какая маска, чтобы не работать? Смотрите на этого чувака, он на велосипеде катается. Или работает. Прикинь. Вы бы так бы смогли, ребят? Так, вот сейчас. Привет, ребята. Сделаю деливери и нашел груз на Флориду. Мороженое. Надо все почистить, потому что мороженых всегда очень пиндантные. Это поможет нам во всем. Экономии, денег, во всем. Так. Видите, здесь еще вчера здесь у меня было снег. Так. Это будет, короче, так.
Все, мы убрались, можно сказать. Чистый трейлер, чистая жизнь. Так. И нам еще 3 часа, ребята, работать. Все. 3 часа нам до пикапа ехать. 3 часа до пикапа нам ехать. Вот это хотя бы плюс-минус. И включим мы рифер попозже, чтобы сэкономить немножко топлива, знаете. А. Все, ребят, начинаем ехать, нам 215 майлов до пикапа. И берем мы, короче, мороженое минус 20 на Флориду. Это будет тест моему риферу, потому что немножко жим-жим, но хотя бы более-менее какие-то деньги платятся за это. Потому что очень плохие грузы сейчас. Трамп, там все дела, туда-сюда, все не в порядках. Короче, проблемы. Ну ничего, сейчас мы доедем. Зеленый свет. Это будет хорошая, нормальная дорога. Вот, ребята, вчера, что я вам и говорил. Вот что происходит, а? Видите? А сейчас погода perfect, поэтому, как всегда говорю, если плохая погода, сидите дома. It's okay. Посидите в тракстапе. И в следующий день будет вот такая чистая дорога без приключений. Сейчас спросим мужика. Hey boss, you been here before? What should we do next? You want to? I left the trailer. What is my next step, boss? Do you know? You're picking up another trailer? No. Just waiting to get loaded. Oh, go right over here. Uh-huh. Go around the corner. Uh-huh. All right. And put it over there and Bobtail Park over there. Thank you. Видите, нам ничего не сказали, куда пойти, что сделать, как. Походу нам туда. Видите, ребята работают. Уже там линия. Топ. Будем держаться мы подальше от классика. Пойдем мы на цемент. Не хочу мараться в эту херню. Все, будем ждать тогда. Смотреть, что дальше. Hey boss, first time here, dropped the trailer and nobody told me what to do next, sir. What's the trailer number? 007, sir. Alright, yeah, you can just hang out. I have it actually going to a door right now. Oh, perfect. Nope, not yet. Ah. It's not going to a door yet, but it's next to go. Oh, thank you very much for that, boss. And when I should expect the call or how that works? Like, I need to call you back to bother you, how that works? Yeah, you can call back and bother me, no problem at all.
Where should I call you back, sir, if the now is going to the trailer, to the door, like in an hour and 2 hours? Yeah, call back in about 2 hours. 2 hours. Understood, boss. I'll bother you again around 5 o'clock. Alright. Sounds good. Thank you so much. Thank you. Все, ребята, нам сказали до 5. Не беспокоить чувака. После 5 побеспокоит. Поставим ему будильник и надеемся, нас загрузит. И все будет сногсшибательно. У нас 2 часа, меньше 2 часов покушать, посидеть, помечтать о лучшей жизни. Ребята, привет! Наступила ночь. И мы сейчас будем искать свой трейлер. Я просидел здесь столько времени, это просто жесть. Я потерял где-то 8 часов. И самая проблема в том, что никто не звонит, никто ничего не говорит. Просто иди ищи, знаешь. Знаете, ребят, который немножко расфокусованно ищу свой прицеп. Так, это не они. Так. Надо в будущем что-то поделать, чтобы сразу опознать трейдер. Чтобы не терять столько времени, ведь... Вот он, в воде, ребят, как обычно. Мы должны проверить, чтобы он не был damaged, потому что здесь вообще беспредел происходит. Полный. Мы прицепились, это уже хорошо. Так. А ведь все падает, все разрушается. О боже. Как мне это не нравится. Так. Сейчас будем делать одно из самых грязных. Что надо делать в этой работе? Надо мне это для лица купить, знаете, который типа ставится. Сейчас мы пустим воздух в систему и лампочки проверим.
Проверим двери сейчас. У меня здесь есть сил. Там закрыто, здесь закрыто. Сейчас проверим. Вы видите, я дал взад, сделал хук, но я не вижу изнутри, что происходит. Сейчас я вам пока что имею в виду. Всегда проверяйте. Вот так, видите? Там все закрыто. Все, сейчас можно ехать на цемент и потом колеса затем обратно нормально. Мы сейчас сделаем большой крюк, чтобы у нас был там асфальт. И мы нормально плюс-минус развесовку груза сделали. Самая проблема, что я не знаю, сколько я вешу. Кажется, что легкая, если честно. Но в бумагах пишется 43. 42,5. Но опять, здесь просто мотор мощный и им по барабану. Все, стали мы ровно. Сейчас идем тянуть пена. Вы уже знаете, я же вам раз показываю. Да. Видите, все горит красиво. Все дела. Сейчас весом мы посмотрим. Чтобы более-менее. Я слишком тяжелый или что? Походу я легкий. Не, понемножку все двигается. Сейчас поскачается еще воздух и... Проблема в том, что сейчас дождь и эти колеса на месте крутятся.
Так, 68. Видите, PSI. Это плюс-минус нормально. А сейчас посмотрим, на какую мы дырку зашли. Так. Давайте еще на дырку дадим назад. Видите, сколько гемора. Давайте еще раз посмотрим. Так, вы что думаете? У нас раз, два, три, 4 дырки. Давайте. Затем немножко назад. И все должно быть окей. Я не вижу дырки в нем. Сейчас пойдем на эту сторону. Ничего задэмэджевого вы не видите, правильно? Да, все более-менее нормально. Так. Я думаю, мы должны быть на грани, но давайте посмотрим. Грань, не грань. Че, я завтра поставлю все, что как надо, ребята, чтобы вам, короче, буду держать в руках. Видите здесь? Я думаю, что я свешался просто идеально. Но сейчас мы будем смотреть, чтобы конкретно увидеть. Там есть scale. Сейчас. Где сразу акса показывается. Так. Так, передок 12 32 и 33 400 на трейлер. Так, давайте еще раз. 79 200. Прикиньте, ребята. Third axe. Так. Так. 12 200. 12 200. 32 840. И 33 800. 33 800. Ну окей. Что нам дальше идти? Давайте пойдем, не знаю, внутрь. Так, 33.
Не, де лонгфол? Hello. И какое у нас число сегодня? 6. Боже мой. Сейчас отдадим ей бумажку. I didn't see the seal number. Okay, so we're gonna put a new seal on it. Okay. The I'm gonna go. seal, yep, that seal can be broken. You can look back. Okay. Как вы думаете, ребята, сделать дырку? А. Ладно, если бы не сел, Oh, I don't know if she did or not. короче, нам придется, потому что, видите ли, мы заметили, она не зашла внутрь опять. 1, 2, 3, 4, 5. Last week was bad, right? The weather. Not really. Uh-huh. For the past couple of days it was though. Do you want to look inside of it or Yes, please. Can I break it? anytime you come here you can actually break that seal Ага. because it's just a temporary seal. Ага. Okay. So as long as it's not blue and it doesn't have numbers, you're good. Ага. Break it. Wonderful. That is blocked. This is good. Okay. There you go. Thank you very much. Проверяем. Вот видите, если бы я бы не сфоткал здесь бы, я бы не понял, на какую дырку надо. Там играются, видите? And one sign at the bottom there.
Sign in the bottom с чем, блин? А, вот. And there you go. Oh, thank you. And where's the seal number here? It's circle. Right here. Thank you. А мне дали мороженое, потому что я хороший. Сейчас поправим Максу. Так, сейчас мы поправимся. Видите, как все темно. Так, ставим правильно трейлер. Нейтраль. Сначала это, потом это. Смотрим на вес. Видите? Раз, два, три, четыре. Нам надо в пятую дырку, потому что да, в пятую дырку нам надо протянуть буквально немножко. Сколько гемора, а? Всегда так. Так. Ой, бля, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Видишь, мы слишком сильно. Опять назад. Вот, вот. Рефер и фокус, а? Раз, два, три, четыре, пять. Еще немножко назад. Я начинаю нервироваться уже, ребята. Сейчас должно быть почти идеально. Так, раз, два, три, четыре. Нам надо в пятую дырку. Еще не... А, ребята. Тракинг. Тракинг, ребята. Боже. Ай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще вперед немножко. Все, ребята, мы начали наш путь.
И едем. И доедем. Сколько мы поедем сегодня, не знаю. 1500 майлов на 3 дня. It's okay. Доедем как надо. И еще одно, ребята, знаете, мы проверили наш вес, да, но все равно мы идем на Certified Ticket, чтобы scale, чтобы стабильно знать, что почем. Потому что это просто далекий груз, и мы на максималках. У нас 79 тысяч паундов груз, поэтому давайте лучше перепроверим, чтобы были мы спокойны и в дороге спокойно. А то эти скейлы, которые там, они плюс-минус. А как вы помните, здесь у меня на акции 100 паундов, и я поменял еще на 300. И посмотрим. Так, где у них здесь скейл, ребята? Вот он. Я надеюсь, у меня будет perfection. Интересно здесь сделано. Как технично. И сейчас будем использовать app. Покажу как. Открываем 5 scale. Смотрим номера. Wait my truck. Ставим номер 3383. Трак, все это правильно. $14, чтобы проверить, если я все сделал нормально. Я на 99% знаю, что сделал правильно, но когда такой тяжелый груз, всегда надо перепроверить. Сейчас мы посмотрим. Видите, как я поменял немножко. 33200, 3350. 1000 паундов мне оставили поиграться. Вот сейчас мы более-менее распределили вес как надо. И пойдем сейчас по кругу. Возьмем себе кофе, если мы уже здесь. И уже будем мчиться в путь. Долгий наш путь. Там Left Flatbed пытается припарковаться. Это будет надолго. Это будет надолго, ребята. Остановись. Давай, хорошо идешь, мужик. Хорошо идешь. Давай, давай. А я проеду, ребята, как вы думаете? Давайте не рискуем. На флатбедом, видите, потому что вот у него там аксы раз вот такие. И очень трудно spread axles, и очень трудно парковаться, особенно между двумя траками. Я был на флатбеде, бы не рискнул вообще парковаться так. А он реднек, ему виднее. И еще с классиком. Это же пипец. Давай, мужик. Мое время, деньги, мне еще хотя бы 200 майлов сегодня. Пройти пару вейстейшнов. Давай, давай, давай. Еще немножко. Все будет офигенно.
Давай, давай, давай вперед. Двигайся, Вася. Поэтому классики это фигня, а не траки. Просто фигня. Никому не советую покупать классики в это время. Никому. Сейчас мы пойдем возьмем scale ticket just in case. И поехали. То что, оверсайз здесь. Давайте прямо на самую вот близкую. Вот, приближаемся уже в этот Starbucks. Но здесь очередь, походу, будет больше. Так, два козла пришли передо мной. Давайте, домохозяйки. Ай. И в Молдове тоже начали строить эти драйв-тру, и все становятся ленивее. Но вот в такую погоду не хочется выйти из машины, знаете. Хочется просто вот так взять кофе и дальше. Вот у них какой-то springtime sips. Это очень странно. Ну хотя бы, да. Только не говорит, что у них тоже машинка не работает. Вот это цена. Hello? Thank you for choosing Starbucks. How can I serve for you today? Let me get a large latte. Okay, large hot latte. Anything else? That's it. All right, 610. Come on down. Thank Thank you. you. $6.10 для кофе. Как вам такое, Илон Маск? Даже Илон Маск, походу, пьет уже реже кофе, чем я. Чем мы вообще, люди обычные. Потому что все стало слишком дорого. А вот так быстро. Доброе утро, женщина. Вот беру себе кофе и еду заниматься своим стабильным плохим бизнесом. Оу. Thank you. Вот женщина собрала себе кофе. О боже. Едем на работу, зарабатывать деньги на будущее, чтобы ты была счастлива. А то я чувствую, что ты тратишь очень много денег, не знаю почему. Так, это было знакомое. Так, гонщики гоняют. А я сейчас попробую кофе. Посмотрим. Стоит она $6.10. Как обычно. Херня. Ну, короче, нам час ехать. Для вас это покажется полминуты или даже пару секунд. А для меня долгий час. Сейчас позвоню своим, посмотрю, как у них дела, хотя бы узнать. Самое главное, не забудь пояс, ребята. Я им очень редко пользуюсь, но иногда реально надо. И вот так. Кому, короче, понадобится трейлер в рент, flatbed, вот, пожалуйста, есть здесь у меня один. Там 1200 плюс ваши расходы уже будут. Все, плюс-минус взял все.